Всем привет! Представляю вашему вниманию вторую часть о Белграде, и речь пойдет о сердце столицы Сербии, о Белградской крепости. Сразу скажу, в крепость мы зашли с набережной реки Савы на картинке с синей стрелкой, и после изучения этой крепости стало ясно, что лучше всего заходить со стороны улиц князя Сима Марковича и князя Михаила, Красная Стрелка. С этой стороны работает информационный центр, где можно взять аудиогид, здесь же продаются сувениры, карты, путеводители. Крепость находится на вершине 125,5 метров, является конечной частью хребта Тирадия, самой северной части Шумадии. В XVI-XVII веке Шумадия была покрыта густым лесом, и никто не мог его пройти пешком, не говоря уже о лошадях. Белградская крепость является старейшей частью городского района Белграда. На протяжении веков население города было сосредоточено только в стенах крепости. Первое упоминание о городе относится к тому времени, когда он был основан в III веке до нашей эры, как Сингидунум. Сначала крепость представляет собой земляные валы и деревянные частоколы, а во II веке нашей эры она была укреплена камнем. Название Белград было впервые упомянуто болгарами в 878 году нашей эры. Крепость постоянно меняла своих хозяев, Болгария в течение 3 столетий, затем византийцы, а затем снова болгары. Крепость оставалась византийской твердыней до XII века, когда она перешла в руки недавно возникшего сербского государства. В 1521 году крепость, как и большая часть территории сербского государства, была завоевана турками и оставалась с короткими периодами австрийской и сербской оккупации под властью Османской империи до 1867 года, когда турки ушли из Белграда и Сербии. За короткий период австрийского правления 1718-1738 года крепость была в значительной степени перестроена и модернизирована. Ознакомлю вас с главными достопримечательностями крепости. Памятник благодарности Франции. В решающие дни Первой мировой войны был заключен союз и дружба между двумя странами. Центральная бронзовая фигура имеет 4,35 метра в высоту, 4 метра в ширину и весит 4 тонны. Стоит на постаменте высотой 7 метров. Питьевой фонтанчик японский. Этот фонтан был установлен в благодарность японскому народу за поддержку и гуманитарную помощь, оказанную сербам во время наводнения 2014 года. Остров Великой Победы, так его называют, образуется устьем реки Савы, впадающей в Дунай. Свое воинственное название получил из-за своей истории как важного стратегического пункта либо для завоевания, либо для обороны Белграда. Он имеет особенно выгодную позицию для пушек и обычно использовался в качестве отправной точки для атаки на гавань Белграда. Римский колодец Бунар. Австрийцы после оккупации с 1717 по 1731 год намеревались вырыть колодец, спустились на глубину 54 метра, что ниже уровня воды в Саве, но не обнаружили воды. Фактически наткнулись на непроницаемый слой породы. Затем они решили переоборудовать ее в цистерну и отводить в нее всю поверхностную воду. Построили двойную винтовую лестницу, которая спускается на 35 метров вниз по шахте. Диаметр вала составляет 3 и 4 метра. На австрийских картах он называется Великий колодец, но когда сербские повстанцы освободили Белград от османов в начале XIX века, они постепенно назвали ее Римским колодцем, поскольку в то время было распространено мнение, что все старые здания были римскими. Победник. Памятник построен в память о победе Сербии над Османской и Австро-Венгерской империями во время Балканских войн и Первой мировой войны, возведенный в 1928 году высотой 14 метров. Это бронзовая мужская фигура в обнаженном виде с соколом в левой руке и мечом в правой, как символами мира и войны. Статуя смотрит вперед через слияние Савы и Дуная и через Паннонскую равнину на очень далекую гору Фрушка-гора. До 1918 года принадлежала Австро-Венгерской империи. Это, вероятно, самый мощный, самый популярный визуальный символ Белграда. Ворота деспота Стефана и Диздарева башня. С середины 15 века это был главный вход в верхний город. Во второй половине 18 века в башне жил командир крепости Диздар. Отсюда и название. Сейчас в ней располагается Народная обсерватория. Башня работает как смотровая площадка. Нижние ярусы ворот Зидан использовались в качестве темницы для христиан. Другое название ворот – тюремные.
Церковь Ружица. Оригинальная церковь была построена в начале 15 века, в то время как современная была построена в 1869 году и полностью реконструирована в 1925 году. Она посвящена Рождеству Марии. Есть несколько версий происхождения первой церкви. Одна из них гласит, что к 1403 году сюда были перенесены останки святого Петки, и была построена часовня на этом месте, а под ее фундаментом бил источник. Останки святого оставались до 1525 года и хранили в скале у источника. Когда в этом году город захватили османы, останки были перенесены в современную Румынию, а часовня была снесена. Два пальца святого Петки до сих пор хранятся в современной церкви Ружицы, как самая ценная реликвия. Во время своей оккупации австрийцы построили пороховой склад на этом месте, и османы использовали это строение по тому же назначению. После изгнания османов церковь реконструировали и осветили в 1869 году как военную. Церковь была почти полностью разрушена в 1915 году бомбардировками крепости со стороны австро-венгерских войск во время Первой мировой войны. Особенно пострадали алтарь и колокольня. А граната, выпущенная 42-сантиметрового гамма Мерсер, попала в крепостную стену прямо над церковью, но не взорвалась. Реконструкция была выполнена по проекту русского архитектора-эмигранта Николая Краснова, продолжалась с 1921 по 1925 год, который, к слову, занимал пост главного архитектора Ялты в Крыму в конце XIX века, и среди его самых известных работ были Ливадийский дворец, собор Александра Невского в Ялте, Юсуповский дворец в Кариизе и другие. Отлили 2 большие люстры, 3 больших канделябра и рельефные иконы из металла. Все они были сделаны из расплавленных военных материалов, винтовочных и пистолетных пуль, гильз и сабель. Они уникальны и усиливают военную преданность объекта. 2 статуи у входа, улан времен императора Душина и солдат пехоты периода Балканских войн, также были отлиты из военных материалов. Стены покрыты картинами Андрея Биценко, другого русского художника-эмигранта. Сегодня граната, которую извлекли из стены над церковью, выставлена в военном музее на вершине крепости. Военный музей. Основанный в 1878 году, музей насчитывает более 3000 древних и современных предметов. За пределами главного здания музея находятся многочисленные танки, гаубицы, броневики многих типов. Некоторые из них были приобретены во время Второй мировой войны, когда они были захвачены Красной армией и югославскими партизанами у отступающих нацистских сил. Эти списанные танки и артиллерийские орудия выстроились вдоль стены дорожек, ведущих в военный музей, с 2 сторон. Недавние экспонаты посвящены действиям НАТО против Сербии в 1999 году, включая спорное использование кассетных бомб, объединенного урана и графитовых бомб, некоторые из которых, как утверждается, нарушают международное право. Институт по охране памятников культуры. Первоначальное здание было построено в 1904 году, чтобы служить штаб-квартирой сербского генерального штаба. Он был разрушен во время австро-венгерской бомбардировки в октябре 1915 года. Потом было полностью восстановлено, и там был военный музей, который позже был перенесен в здание выше. Вот и подошел к концу мой рассказ. Если есть хотя бы один день в столице Сербии, то обязательно нужно побывать в парке Калимегдан с Белградской крепостью. Здесь буквально за очень короткое время понимаешь культурное богатство Сербии, ее уникальное переплетение истории, всю тяжесть событий, выпавших на долю сербского народа, а также об их преданном отношении к религии. Спасибо большое за просмотр. До новых встреч!